Мясо, которое хамон, меня почти каждый день подташнивает, становится веселее жить. Дорогие зрители моего канала, согласно статистике YouTube, мои видео смотрит 2500 человек. Не стесняйтесь подписываться, вам все равно, а мне приятно. Спасибо! Дорогие мои зрители, живущие в Литве и за ее пределами, литовцы и другие национальности, которые любят Литву. Если я рассказываю о каких-то косяках, неприятных моментах, которые произошли со мной в Литве, это не значит, что я критикую эту страну и ее жителей, что мне здесь, как некоторые любят писать, все не нравится, постоянно все не устраивает. Такие же неприятные вещи могут случиться в любой другой стране. И, возможно, мою посылку из Америки отправил назад какой-нибудь белорус, работающий на литовской почте. Мы же не знаем. Мне печально, что взрослые и вроде бы адекватные люди все, что не похвала, воспринимают в штыки, готовы писать разные гадости и даже проклятия. Назовите мне хоть одну страну, где все идеально. Вы же в Европе живете, а некоторые ведут себя так, как будто выросли в какой-то развивающейся стране и опускаются до хамства, оскорблений, мата, угроз. Мы вас запомнили. Я отправил ваш комментарий куда надо. Это как-то несерьезно. Вместо того, чтобы тратить время на злобные комментарии, вы бы лучше подумали, как улучшить свою жизнь и жизнь людей, которые вас окружают. В своих предыдущих видео я вам рассказывала, что мой друг из Америки отправил мне посылку, шоколад и кофе, и эта посылка пролежала на литовской таможне 2 недели, после чего ее отправили обратно в Америку. И литовские таможенники меня не уведомили. На самом деле я наконец-то получила письмо, получила уведомление, когда было слишком поздно. Вообще в Беларуси нам приносят извещение, причем дважды. Если ты днем дома, то почтальон звонит в дверь и отдает извещение тебе лично в руки. Если дома никого нет, то извещение просто бросают в почтовый ящик, но дважды. В Литве же таможенники отправили мне уведомление через несколько дней после получения посылки, но почему-то почтальон вбросил это уведомление слишком поздно, когда посылку уже отправили в Америку. Мой муж хотел написать жалобу, но я ему сказала, что уже поздно, ничего изменить нельзя, а перед моим другом все равно стыдно, что мы не забрали посылку. И я понимаю, что это моя вина, я должна была сама позвонить на таможню и спросить, что мне делать. Но из-за того, что я не говорю по-литовски, я постеснялась, не хотела напрягать людей, звонить и говорить на русском языке или на английском. В общем, я сама виновата, нужно быть посмелее и более самостоятельной. Но это урок, и в следующий раз я буду более активной. Кстати, я раньше очень любила писать жалобы, это было мое хобби. Как это началось? Я работала в одной компании, где директор поощрял доносы, поощрял, когда коллеги пишут друг на друга какие-то жалобы. И вот там я приобрела эту дурную привычку, и на протяжении нескольких лет в Беларуси я постоянно писала жалобы. Например, был один случай, я пришла в поликлинику, посмотрела расписание работы врача, что он работает утром, приезжаю на завтра утром, расписание уже совсем другое, врач работает во вторую смену. Я очень разозлилась и пошла написала жалобу, что как же так, я потратила время, так делать нельзя. Но сейчас я больше люблю писать какие-то добрые комментарии и хорошие отзывы. Смотрите, какая у меня тоненькая, худенькая косичка, как в детстве. Я постоянно мажу волосы разными полезными маслами, и раньше мне это помогало, волосы были намного гуще, но теперь это какая-то печаль. Я не знаю, что делать, возможно, вы знаете какие-то полезные, эффективные процедуры. Если да, пожалуйста, напишите. Также в этом видео хотела бы поговорить с вами о красоте и о красном лаке. Вообще, если честно, красный лак меня раздражает, я его никогда не любила, и раньше я его практически никогда не покупала и не красила им ногти. У меня был зеленый лак, синий, желтый, какой угодно, но только не красный. Но потом некоторое время я жила в Габоне и во Франции, во французской семье,
И француженки мне внушили, что красный цвет, красная помада, лак – это очень красиво. И это классика. Наверное, это так, но это больше для меня не практично, потому что мой красивый маникюр живет только пару дней, потом я начинаю убирать, готовить, и это какой-то ужас и кошмар. Пыль я вытираю и мою пол в перчатках, но вот посуду мою без перчаток. Но мне кажется, что больше всего мой маникюр страдает именно при готовке, когда я что-то нарезаю или тру на терке, иногда я срезаю лак и даже ногти. Мне кажется, 99% француженок красятся только красной помадой и используют только красный лак. Но это реально непрактично, и я решила, все, хватит. Мне надоело страдать, я больше не буду покупать красный лак, отныне я буду использовать только светлые оттенки, бежевый, светло-розовый, белый, но только не красный. Мясо, которое хамон, попытка номер 2. Нарезала тонко, как вы меня и учили, снова попробовала. Да, вкусно. Но для меня ничего особенного. Все-таки я не ценитель мяса. Я дегустатор и ценитель шоколада и конфет. Я шоколадный наркоман. Кстати, одна особенность. Когда моя подруга приглашала меня в гости, и я не хотела к ней ехать, она мне просто говорила: «Таня, у меня есть вкусная шоколадка, приезжай». И я, несмотря на то, что была уставшая или мне было лень, собиралась и приезжала к ней в гости, потому что это шоколад. Что-то я в последнее время не очень хорошо себя чувствую. Меня почти каждый день подташнивает. Не тошнит, а именно подташнивает. Наверное, я ем какую-то не очень полезную еду. Может быть, много жирного, а может быть, слишком много сладостей. В общем, я думаю, что мне пора идти к врачу. Наконец-то в Вильнюсе в квартирах и домах дали отопление. Становится веселее жить. Но опять на этой неделе я ложилась спать поздно. 12:30, в час ночи. Вот и скажите, как с этим бороться? Наверное, только вставать в одно и то же время, причем в 7 часов утра. Хотя я помню, когда я работала в офисе и мне нужно было вставать на работу в 6 часов утра, я часто или вязала допоздна, или писала субтитры к видео на моем втором YouTube-канале, а потом шла на работу не выспавшаяся, как зомби. Кстати, один интересный факт. Когда я жила в Африке, я всегда ложилась спать в 10 часов вечера и вставала в 8 часов утра. Мне говорили, что, возможно, это потому, что я устаю дышать из-за жары. Ну, не знаю. Мне было комфортно в том климате. Думаю, все-таки это из-за того, что в 9 часов утра приходил работник, который убирал в доме и готовил еду, а в 2 часа с работы возвращались, так сказать, жители этого дома. Получается, что у меня был только 1 час, когда я могла побыть дома одна, а для меня это было ценно. Поэтому у меня был стимул раньше ложиться спать и раньше вставать. Хочется поехать домой, в Беларусь, но там сейчас сажают в тюрьму даже за комментарии в соцсетях. Так что не знаю.